Друзья, всем привет! Добро пожаловать на новое видео на русском для начинающих. Здесь я говорю медленнее, четче, использую простые слова, чтобы этот контент, эти видео послужили для вас трамплином к более сложному контенту, где говорят обычно и используют разные слова, не только простые. Сегодня я хотел бы поговорить на тему музыки. Недавно я записал подкаст на эту тему и решил тоже осветить эту тему в рамках этих простых видео. И конкретно я хотел бы поговорить о том, как можно использовать музыку для изучения языка. И зачем вообще использовать музыку на иностранном языке? Зачем ее слушать? Конечно, музыка позволит вам услышать произношение, услышать грамматику, услышать слова какие-то. То есть, если вы будете переводить слова, слушать и смотреть в текст, то это тот же самый comprehensible input. То есть, вы учите язык. И так как вы слушаете музыку, песню, которая вам нравится несколько раз, то вы запоминаете и грамматику, и фонетику произношения, и слова. Но главная причина, почему стоит слушать музыку, на мой взгляд, это мотивация. Музыка дает вам мотивацию учить этот язык. Вы влюбляетесь в этот язык, он начинает у вас ассоциироваться с чем-то приятным. То есть не только с учебниками, но и с чем-то реальным, живым, интересным. На этом канале пару месяцев назад я создал плейлист с современной русской музыкой. Я оставлю его в описании, так что переходите, смотрите клипы, слушайте музыку, открывайте текст, переводите. Можете использовать такой сайт genius.com для поиска текста и делайте процесс изучения языка интересным. На этом все. Скоро увидимся. Пока.